Израиль ликвидировал очередного высокопоставленного чиновника Ирана, главу разведки Исмаила Хатиба. Тегеран пока что молчит. Новые удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива готовит Иран. Также не прекращаются атаки. По Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам летели кассетные боеприпасы. Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард евро. Война в Иране не должна отвлекать от войны на европейском континенте, уверяют министры иностранных дел Германии и Франции Бадефуль и Барро. Почему-то Европа не хочет покупать российский газ. В Кремле говорят, пока что никто не подавал никаких сигналов. Иранские футболистки возвращаются на родину. В Австралии осталось только 2. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Израиль заявляет о ликвидации министра разведки Ирана Исмаила Хатиба. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, удар был нанесен в ночь на среду. На данный момент Тегеран официально не подтвердил информацию о гибели главы разведки. Исмаил Хатиб занимал пост министра разведки Ирана и курировал ключевые операции спецслужб страны. Ранее он заявлял о проведении сложных разведывательных операций и получении доступа к важным данным, подчеркивая высокий уровень секретности и защиты каналов передачи информации. В Израиле также сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны санкционировали возможность нанесения ударов по другим высокопоставленным иранским чиновникам без дополнительного согласования. Интенсивность ударов по Ирану возрастает. Мы находимся в решающей фазе. После мощной ликвидации высокопоставленных представителей режима, фактического лидера Ирана Лариджани и главы террористической организации Басидж Солеймани, этой ночью был также ликвидирован министр разведки Ирана Хатиб, который отвечал за внутренние репрессии режима и систему убийств, а также за продвижение внешних угроз против Израиля и стран региона. Политика Израиля ясна и однозначна. Никто в Иране не обладает иммунитетом, и все являются целями. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я разрешили армии обороны Израиля нейтрализовать любого высокопоставленного иранского чиновника, который был выявлен как разведывательно, так и оперативно, без необходимости дополнительного одобрения. Мы продолжим нацеливаться на них и преследовать их всех. В Иране проходят церемонии прощания с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Мероприятия организованы в Тегеране и ряде других городов страны. Люди собираются на улицах и площадях, чтобы проводить его в последний путь. В программе траурные шествия и религиозные церемонии. Похороны запланированы в городе Мешхед. Ожидается, что участие в них примут представители власти и жители разных регионов. Церемонии проходят в рамках объявленного в стране траура. Иран готовится нанести новые удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. В срочном предупреждении говорится о риске атак на объекты в Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Также Иран продолжает массированные ракетные удары по Израилю. Тегеран заявляет, что атаки – ответ на ликвидацию своего высокопоставленного силовика Али Лариджани. Иран применяет ракеты с кассетными боеприпасами. В небе над Израилем видны десятки суббоеприпасов, рассеивающихся после запуска. Сирены звучат в Тель-Авиве и Иерусалиме, работают системы ПРО. Полиция сообщает о множественных попаданиях в центральных районах страны. В пригороде Тель-Авива, Рамат-Гане, в результате удара погибли 2 человека. Разрушены здания, повреждена инфраструктура, на месте работают экстренные службы. По данным военных, удар мог быть нанесен как напрямую, так и обломками перехваченной ракеты. На фоне эскалации зафиксирован удар в районе атомной электростанции в Бушере. По данным МАГАТЭ, повреждений нет. Радиационный фон в норме. Глава агентства призвал стороны к сдержанности, чтобы избежать ядерной катастрофы. Израиль усиливает авиаудары по столице Ливана. В центре Бейрута разрушены жилые здания, есть погибшие. Спасатели продолжают разбор завалов, из-под обломков поднимается дым. За последние недели число жертв в Ливане превысило сотни тысяч пострадавших и более миллиона перемещенных. Армия Израиля публикует видео ударов по объектам, связанным с Хезболлой. Сообщается об уничтожении техники и инфраструктуры. Ливанская армия ранее заявляла о погибших военнослужащих в результате авиаударов. НАТО направляет дополнительную систему Patriot в провинцию Адана, где расположена стратегическая авиабаза Инджерлик. На базе размещены военные и персонал из нескольких стран Альянса, включая США и европейских союзников. Для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, еще одна система Patriot, развернутая объединенным командованием ВВС, союзников в Рамштайне, Германия, размещается в Адане, в дополнение к уже находящейся здесь испанской системе Patriot. Ранее аналогичный комплекс уже был развернут на юго-востоке страны.
в районе Малати, рядом с радиолокационной станцией НАТО. Эти меры принимаются на фоне растущих ракетных угроз в регионе. Анкара отмечает, что, несмотря на развитие собственной оборонной промышленности, страна по-прежнему опирается на системы ПВО союзников. По данным турецких властей, с начала конфликта уже были зафиксированы случаи перехвата ракет, предположительно запущенных со стороны Ирана. Сенатор Линдси Грэм сообщил, что после встречи с Дональдом Трампом заметил его крайне раздраженным из-за позиции европейских союзников. По его словам, страны ЕС не готовы участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива и считают конфликт с Ираном проблемой США. По словам Грэма, такое решение может иметь последствия как для Европы, так и для Америки. Я только что поговорил с президентом Дональдом Трампом о нежелании наших европейских союзников предоставить ресурсы для обеспечения функционирования Ормузского пролива, от которого Европа выигрывает гораздо больше, чем Америка. Никогда в жизни не слышал его таким злым. Я разделяю этот гнев, учитывая, что поставлено на карту. Высокомерие наших союзников, которые предполагают, что Иран с ядерным оружием – это незначительная проблема, и что военные действия по предотвращению получения аятоллой ядерной бомбы – это наша, а не их задача, выходит за рамки допустимого. Европейский подход к сдерживанию ядерных амбиций аятоллы оказался полным провалом. Последствия минимальной помощи в обеспечении функционирования Ормузского пролива будут масштабными и глубокими как для Европы, так и для Америки. Я считаю себя сторонником активной поддержки союзов, однако в момент таких серьезных испытаний это заставляет меня усомниться в их ценности. Уверен, что я не единственный сенатор, кто так думает. На фоне праздничной дипломатии в Белом доме Дональд Трамп совместил День Святого Патрика с жесткими заявлениями о внешней политике. Пока ирландский премьер Михол Мартин говорил о диалоге и мире, американский лидер рассказывал об успешной операции против Ирана и военном превосходстве США. Традиционная чаша с трилистником в итоге стала не только символом дружбы, но и неожиданным фоном для демонстрации силы. Я провел весь день с ирландцами. А должен был бы проводить его с иранцами. Но это, понимаете, в другом смысле у нас все идет очень хорошо. Скажу так, мы нанесли им серьезный удар. У них не может быть ядерного оружия. И теперь они это очень хорошо понимают. У нас великая страна и невероятная армия. У нас самая мощная армия в мире. И люди это видят. Но в этот особенный день мы собрались здесь, чтобы отметить невероятную дружбу между Ирландией и замечательным местом, которое мы называем Соединенными Штатами. Мы называем ее Америкой. Много хороших названий, но это великое место, и у него все идет очень хорошо. Никогда не было лучше. За последние 2 недели мы немного отвлеклись, потому что решили, что нужно что-то сделать с очень плохими людьми, которые хотят получить ядерное оружие. Мы не можем этого допустить. У них бы уже было это оружие, если бы мы не отправили бомбардировщики Б-2. Они получили бы его еще 7 месяцев назад, буквально через пару недель после этого. Мы не можем этого позволить. Поэтому мы провели небольшую операцию. И, как вы, наверное, заметили, мы значительно опережаем график. Мы уничтожили их флот, их авиацию, их системы P равно ВО, радары и их руководителей. С военной точки зрения, это было впечатляюще. Но, к сожалению, это было необходимо. Мы не делаем это с радостью. Но у нас великая страна, которой исполняется 250 лет, и мы продолжаем традицию, начатую президентом Труменом. Мы рады принимать Тао Исаха, замечательного представителя Ирландии. А также кого-то гораздо более важного, его жену Мэри, которая просто замечательная женщина. Спасибо вам большое. Для нас это честь. Наш недавний исторический опыт убедил нас, что диалог, переговоры и деэскалация — это путь к прогрессу. Мы особенно хотим видеть прогресс и мир на Ближнем Востоке, как я знаю, и вы. Нам также необходим справедливый и устойчивый мир в Украине. Слишком много людей погибает в результате конфликтов по всему миру, и мы обязаны сделать все, чтобы создать лучшее будущее. Трудно представить Соединенные Штаты без вклада ирландцев
и Ирландию без дружбы с США. Сегодня я вручу эту чашу с трилистником в память о всех храбрых ирландских мужчинах и женщинах, которые приехали сюда и поверили в американскую мечту, жизнь, свободу и стремление к счастью. Лидеры Европейского Союза соберутся в Брюсселе на саммит от 19 до 20 марта, где основное внимание будет уделено обострившейся международной ситуации. Изначально встреча планировалась как экономическая, однако повестка изменилась на фоне конфликта вокруг Ирана и продолжающейся войны в Украине. Аналитики отмечают, что европейским странам придется срочно вырабатывать общую позицию в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки. Этот саммит ЕС изначально должен был быть посвящен конкурентоспособности и другим темам. Но очевидно, что сейчас глобальная ситуация изменилась. У нас есть конфликт с Ираном, продолжается проблема вторжения России в Украину, и все это происходит в контексте трамповского мира, где все крайне нестабильно и быстро меняется. Я думаю, европейские лидеры вместо обсуждения долгосрочной структурной политики будут вынуждены сосредоточиться на происходящем сейчас и попытаться выработать согласованную позицию. Или хотя бы позицию, при которой большинство стран действует в одном направлении. Мы уже видим формирующееся решение о том, что Европа не будет поддерживать Трампа в этой войне. США рассматривают возможность изменить свою стратегию в отношении России, рассчитывая через это ослабить позиции Китая, сообщает Политика. По информации издания, команда Дональда Трампа обсуждает вариант перезагрузки отношений с Москвой. В Вашингтоне полагают, что если подтолкнуть Россию к завершению войны в Украине и постепенно вернуть ее к экономическому взаимодействию с Западом, это может повлиять на расстановку сил в мире и снизить влияние Пекина. Среди возможных шагов – экономические стимулы и инвестиционные проекты, которые могли бы сблизить две страны. В Украине такую идею воспринимают с недоверием. Источники отмечают, что подобные попытки уже предпринимались ранее, но не принесли ощутимых результатов, тогда как партнерство России и Китая остается крепким. Аналитики также сомневаются в эффективности этой стратегии. По их оценкам, речь может идти лишь о частичном взаимодействии, а не о серьезном разрыве между Москвой и Пекином. В Берлине на заседании Федерального кабинета министров Германии впервые принял участие глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро. Встреча прошла под председательством канцлера Германии Фридриха Мерца. Говорили и об Иране, и об Украине. Вчера я говорил о том, что нельзя ожидать, что такой военный удар приведет к упорядоченной смене режима. Это были мои слова. Я хотел бы повторить это здесь и заявить ясно. Конечно, смена режима может произойти. И учитывая жестокость и беспощадность этого режима, желательно, чтобы смена режима произошла. Второй аспект — это, конечно, то, что я надеюсь увидеть изменения внутри Ирана в сторону более гуманного режима, чего мы сейчас не наблюдаем. И в этом смысле мы также ведем диалог с оппозицией. Я просто считаю, что это должно развиваться изнутри страны. И, к счастью, уже есть положительные признаки этого. Мы призываем к как можно более быстрому снижению напряженности и прекращению боевых действий, поскольку военная эскалация в регионе несет серьезные риски для наших интересов, для безопасности наших граждан на месте, а также для наших партнеров и мировой экономики. Осознавая эти опасности, мы вновь подтвердили нашу приверженность максимально тесной координации ради скорейшего разрешения этого конфликта. Столкновения на Ближнем Востоке не должны заставить нас забыть о том, что происходит на нашем континенте. Франция и Германия стоят плечом к плечу с украинским народом и подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Мы продолжаем координировать наши усилия по укреплению сопротивления Украины в военном, финансовом и гуманитарном плане и закладывать основу для справедливого и устойчивого мира. И я хотел бы отметить образцовый вклад Германии в этом отношении. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Мадрид, где провел переговоры с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Встреча состоялась в резиденции испанского правительства, дворце Монклоа. Главной темой переговоров стало усиление оборонного сотрудничества и дальнейшая поддержка Украины на фоне продолжающейся войны с Россией. По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних соглашений. Речь идет, в частности, о совместном производстве оборонной продукции, включая дроны, радиолокационные системы и высокоточное вооружение. Испания также объявила о новом пакете помощи Украине. Мы не можем отрицать, что сегодня кризис на Ближнем Востоке доминирует в глобальной повестке, занимает заголовки и привлекает всеобщее внимание. И именно поэтому я хочу сказать вам, господин президент, правительству Украины и украинскому народу:
Ничто и никто не заставит нас забыть о том, что происходит в Украине, и мы продолжим поддерживать украинский народ с той же интенсивностью, как и с первого дня. Правительство Испании вместе с подавляющим большинством испанского общества полностью поддерживает расширение Европейского Союза с включением Украины. Новое обязательство — предоставить 1 миллиард евро двусторонней помощи до 2026 года, в частности, на военную поддержку. Сегодня у нас есть новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией, а также между нашими частными секторами и компаниями. Есть движение в экономическом и инфраструктурном сотрудничестве между нашими странами. Да, это технологии и беспилотники, а также совместное производство, особенно в этом секторе. Речь идет о совершенствовании средств дальнего поражения и систем противовоздушной обороны, а также высокоточного оружия и радиолокационных систем. Украина готова делиться своими знаниями, полученными во время войны, особенно в сфере необходимых беспилотников, а также своим опытом и возможностями. Испанская оборонная промышленность может поставлять Украине необходимые снаряды, радиолокационные системы и оборудование. Никто не прекращал поставки в Украину. У нас есть все эти пакеты. Да. Конечно, мы опасаемся, что они могут сократиться, как я уже говорил. Сейчас они есть, но я уже начал обсуждать с европейцами, на что мы можем рассчитывать в случае дефицита, серьезного дефицита. У нас всегда есть нехватка ракет для ПВО, но сейчас возникает вопрос, на какие страны мы можем рассчитывать. Кремль заявил об отсутствии сигналов со стороны Европы по диалогу о поставках газа. При этом в Москве подчеркивают, Россия остается открытой к переговорам. Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало. Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным. Иных сигналов мы не получали от европейцев. С другой стороны, никогда не поздно. Вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу и открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров. Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрение. Требуется глубокий достаточно анализ. Вы знаете, что рынок энергетический сейчас переживает очень серьезные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И, конечно, эти потрясения, они для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынка. Поэтому сейчас производится глубокий анализ с учетом всех особенностей текущего момента, я бы так сказал. Россия расширяет обмен разведанными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану в нацеливании на силы США в регионе, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Кремль уже назвал статью фейком. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные публикации не заслуживают комментариев. Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорит, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками объектов на Ближнем Востоке, американских объектов, и технологиями производства БПЛА и самим БПЛА. Можете ли вы это прокомментировать? Нет, мы по-прежнему подобные сообщения. Сейчас, вы знаете, вокруг этой войны очень много идет разных сообщений, и подавляющее большинство являются ничем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать. Но вместе с тем по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединенных Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют. Тем временем в российских пропагандистских медиа обнаружили очередной пример манипуляции. Под видом финского политика там активно цитировали человека по имени Армандо Мема. Его заявления использовали для продвижения тезисов о якобы усталости Запада от поддержки Украины и необходимости восстановить отношения с Россией. Однако, как выяснили журналисты, Мема вовсе не политик. Он сантехник, проживающий в Финляндии и не имеющий даже гражданства этой страны. Несмотря на это, его посты регулярно становились основой публикаций крупнейших российских агентств. От РИА Новости до ТАСС и РТ. В самой Финляндии он практически неизвестен, а на выборах набирал минимальное количество голосов. Эксперты отмечают, подобные случаи — часть системной стратегии, когда пропаганда создает иллюзию мнения Запада.
опираясь на случайных или маргинальных персонажей. Так формируется альтернативная реальность, рассчитанная на внутреннюю аудиторию. Польша может передать Украине российского археолога Бутягина. Суд в Варшаве удовлетворил запрос Киева об экстрадиции. По данным следствия, ученого обвиняют в незаконных археологических раскопках на территории Крыма. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Напомним, что сотрудник Эрмитажа был задержан в Польше во время транзитной поездки из Нидерландов, где он выступал с лекциями. По предварительной информации, он не ожидал возможных юридических последствий и не принял дополнительных мер предосторожности. Решение суда пока не окончательное. Защита имеет право подать апелляцию. Однако эксперты отмечают, что шансы на пересмотр дела остаются невысокими. Китай и США продолжают обсуждать визит Дональда Трампа в Пекин. В МИД КНР заявили, прямые контакты на уровне лидеров остаются ключевыми для отношений двух стран, и диалог по поездке продолжается. Дипломатия на уровне глав государств играет незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях. Китай и Соединенные Штаты продолжат коммуникацию по поводу визита президента Трампа в Китай. Ранее встреча планировалась на конец марта, начало апреля. Но накануне сам Трамп сообщил, что переносит визит. По его словам, причина – ситуация вокруг войны с Ираном. Теперь поездку сдвигают примерно на 5 недель. Точной новой даты пока нет. В Белом доме ее не называют. Южная Корея получила обещание от Объединенных Арабских Эмиратов поставить 24 миллиона баррелей сырой нефти. Об этом сообщила администрация президента, поскольку власти принимают меры для смягчения экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке. В условиях глобальной чрезвычайной ситуации, влияющей на поставки сырой нефти, ОАЭ пообещали поставлять нефть Южной Корее в приоритетном порядке. Они ясно заявили, что ни одна страна не будет получать нефть раньше Южной Кореи, и что Корея будет на первом месте по приоритету поставок сырой нефти. Было согласовано, что при необходимости, в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке, Южная Корея сможет в любое время закупать нефть у ОАЭ в экстренном порядке. В результате было принято решение импортировать 18 миллионов баррелей нефти посредством срочных закупок из различных источников. Женская сборная Ирана по футболу возвращается на родину через Турцию после резонансной истории с прошением об убежище. 5 игроков, ранее обратившихся за защитой в Австралии, отказались от своих заявлений и присоединились к команде. На кадрах спортсменки покидают аэропорт в турецкой провинции Игдыр, расположенной у границы с Ираном, и садятся в автобус, который доставит их домой. Ранее Австралия выдала гуманитарные визы 6 футболисткам и 1 члену персонала, заявившим о страхе преследования. Ситуация обострилась после того, как некоторые игроки не исполнили национальный гимн на матче Кубка Азии. В итоге 2 спортсменок остались в Австралии, остальные решили вернуться.